Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что русские мужчины в последнее время становятся востребованы у иностранных женщин. Иностранки хотели бы познакомиться с русским мужчиной, вот так новость. Вообще обычно привычнее слышать, что русская женщина ищет повод познакомиться с иностранцем, или иностранец, наоборот, ищет каких-то встреч и знакомств. Но вот такая волна пошла. Это, конечно, связано и с эмансипацией, которая повлияла и на европейских мужчин, потому что иностранки отмечают такое сильное и важное качество в русских мужчинах — это мужественность. В общем, сегодня я буду говорить о разных качествах положительных, которые вот выделяют русских мужчин, скажем так, среди местных. И также я сегодня расскажу, что женщина говорит про русского мужчину в жизни, в быту, и вообще, что ее впечатлило, вдохновило на создание такого брака, союза. И, наверное, еще такая волна пошла от того, что мужчины русские не могут познакомиться сейчас с русской женщиной, достаточно сложно, и мужчины стали чаще вылетать за невестой за рубеж, скажем так, в поисках, да, вот где-то уже за пределами страны. И также мужчины русские отмечают, что там женщина больше, ну, в каких-то странах женщина больше ценит, а здесь женщина оценивает в буквальном смысле. Так что, в общем, сегодня будет вот такая вот, на мой взгляд, очень интересная тема. Мне кажется, русские женщины, возможно, не совсем понимают, от чего отказываются. Те качества, которые есть в русских мужчинах, их ищут сейчас за рубежом, а женщины наши так сложно стали знакомиться. Чтобы сохранять объективность, надо сказать, что не во всех странах, что мужчина так сошел только с трапа, и там толпа фанаток уже стоит и видит в нем завидного жениха. То есть в других странах тоже есть проблема со знакомством с женщинами. Что иностранкам нравится в русских мужчинах? Сейчас я расскажу разные впечатления женщин из разных стран, когда они познакомились с русским мужчиной. Вот, например, женщина, история из Канады. Она была год в Москве и общалась с русскими мужчинами. Да так ей понравилось, что она вышла замуж за русского. И отметила, что если ты девушка или жена русского мужчины, то ты его, ну она так в шутку, да, то ты как бы его малышка. Что он будет заботиться, что он будет укутывать зимой ее в теплый плед, что будет звонить и спрашивать, одела ли она шапку. Девушка из Англии, встречаясь с русским мужчиной, говорила о том, что никогда себя не чувствовала так по-королевски, королевой. Вот такое отношение русский мужчина проявлял к ней. Женщины из Ирландии считают русских мужчин отважными, потому что они прямые, могут сказать все, что они думают. Иностранных вообще восхищает умение русских мужчин разбираться во многом. Мужчина может починить машину, может приспособить что-то там, прикрепить одно к другому, и это будет работать. А вот эта наша русская смекалка, она очень во многом помогает. Европейки отмечают, что мужчины у нас романтичные, очень красиво ухаживают, дарят цветы и вообще рядом чувствуют настоящей женщиной себя. В Норвегии женщины отмечают, что русские мужчины общительные и дружелюбные. Они могут находить язык с разными людьми и создавать вокруг себя такую хорошую атмосферу, и в том числе они очень интересные, с ними интересно общаться. Также эта прекрасная половина человечества отмечает, что наши русские мужчины надежные.
Женщины из холодной Скандинавии отмечают теплую русскую душу мужчины. Вообще вот также и француженок, например, очень увлекает то, что наши мужчины очень живые, вот с этой вот такой вот необъятной и не совсем для них, может быть, ну, загадочной русской душой. И отмечают искренность, потому что у нас нет в менталитете улыбаться, когда тебе неприятно, или говорить что-то, то, что ты не хочешь. То, что в душе, то и на виду. Вообще вот этот миф, мне кажется, он должен уже развеяться, что у нас там мужчины грубоватые, как кто-то там, где-то я читала, да, что до сих пор такое понимание где-то есть, что мужчины там щетины у нас, что в шапке-ушанке ходят, водку пьют постоянно, там медведи, да, у нас в России по улицам бегают. Ну, все неправда. Во-первых, у нас мужчины сейчас все больше и больше следят за собой. Действительно спортивные, очень хорошо выглядят. Никакие медведи, конечно, у нас не бегают, в шапках-ушанках у нас давно не ходят, а мужчины следят за и модой в том числе. Ну и Россия у нас на 13-м месте, уступая Молдавии, Литве и Чехии. Что касается выпивки, такая тенденция очень хорошая, снижается интерес к этому, и действительно много мужчин, которые отказываются от алкоголя. Что касается Азии, такой сейчас активный интерес и со стороны мужчин тоже в сторону азиатских женщин. С 2009 года такой начал нарастать интерес, и азиатские женщины, во-первых, мужчин ценят за их славянскую вот эту вот внешность, так и отмечают, что мужчины красавчики, чего только одни голубые глаза могут стоить. И не прочь стать женой. Иностранных женщин было открытие, что русские мужчины могут быть гораздо вежливее англичан. Они уступают место, они открывают дверь женщине, они галантные. В Китае, кстати, несмотря на то, что китайские мужчины считаются хорошими мужьями, китайских женщин завораживает вот эта вот внешность, рост вот этот высокий. Кто был в Китае, там вообще они все собираются, когда видят высокого человека, фотографируются, потому что, ну, они все небольшого роста, и там, когда светлые волосы, тоже для них это такая как экзотика, и поэтому русским мужчинам там может быть хорошо. Девушка-француженка говорила, что русский мужчина покорил ее своей щедростью и тем, что она может быть с ним как за каменной стеной. А также многие иностранки отмечают, что наши русские мужчины имеют хорошее чувство юмора, и с ними весело проводить время. Наши мужчины выгодно выделяются среди иностранных мужчин своей вот этой мускулинностью, мужественностью. Там много мужчин, которые, ну, такие мягковатые, скажем так. Что касается стран, где уже такая очень активная эмансипация, и, ну, например, Германию вот взять, где вот такой патриархальный взгляд на семью со стороны наших русских мужчин может быть воспринят немецкой женщиной не так, к примеру, как в Азии, то есть он может быть вообще не принят таким, потому что там больше как бы за равноправие, да, как и в каких-то других странах. Например, если брать страну Америку, некоторые мужчины русские думают, что там гораздо легче познакомиться, чем у нас. Но там тоже такая достаточно напряженная история. И если посмотреть по парам, когда эмигрируют, то это скорее пары, которые уже сложились, ну, либо в своей стране они переехали вместе, либо это все-таки там, ну, своей национальности какой-то, вот так вот проще. Вообще интересная картина. Не только русские мужчины, но и европейцы мужчины едут в другую страну, чтобы вот эту женственность найти в женщинах. А женщины сейчас ищут в других странах, в том числе, вот эту мужественность.
Что ж, вот такие качества отмечают в русских мужчинах иностранки. Конечно, разные мужчины в разных странах, есть и разные иностранцы тоже. Здесь нельзя сказать, что вот только в какой-то одной стране. Я думаю, что все это понимают, только вот в одной стране есть хорошие мужчины. Во всех странах есть хорошие мужчины. Ну и касаемо самих русских мужчин, вот в комментариях тоже мне писали, которые знакомились с иностранками, точнее, как это было, скорее иностранки знакомились, там вот история была, когда испанская девушка сама проявила внимание, что, конечно, русского мужчину очень удивило. Ну и тоже из разных стран, то есть мужчины отмечали, что женщины гораздо более открытые к общению, чем у нас. И здесь я бы в шутку так сказала, мне кажется, такая корова сама нужна. Вот так вот говорится, да, в поговорке, что такой мужчина самим нужен, куда же мы там смотрим, что нам там все мало. Вот есть замечательные мужчины, там одна русская душа, чего стоит у наших русских мужчин. Всем спасибо большое за просмотр, и увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч, пока!